Здравствуйте, мои дорогие подписчики, гости канала. С вами Женя. Вы на моем канале «Счастье в нас самих». И сегодня, как и каждый день, каждую неделю, простите, что основное надо было бы знать в ближайшую неделю, на что обратить внимание, ну и, конечно, как было бы здорово действовать. Сейчас стихия огонь. Знаки зодиака Овны, Львы и Стрельцы. Ну и не забывайте про акцендент, он влияет на ваше внутреннее состояние, соответственно, он влияет на ваши мысли и влияет на то, что происходит с вами. Поэтому смотрите свой знак зодиака и знак зодиака вашего акцендента для того, чтобы видеть полную картину, что же делать. Ну и в конце, как всегда, 3 карты на исполнение желаний. По обратной связи могу сказать, что подписчики выбирают эти карты, задают вопросы, не только загадывают желания, а задают вопросы, ставят цели и, соответственно, слушают еще один совет на ближайшую неделю. И могу сказать по обратной связи, что действительно ответы правильные. У меня есть и подписчица, и клиентка, с которой мы плотно общаемся, и она мне всегда дает обратную связь по моим раскладам. Так она действительно в ближайшее самое время, вот она мне дала обратную связь, что должен был решиться очень серьезный вопрос. И по датам получалось, что решение вопроса должно было быть в определенный день. И каково же было ее удивление, я предсказала, что решения не будет, это тоже было вот в общем раскладе. И каково же было ее удивление, что действительно вопрос не решился так, как я и предсказала. Поэтому вы можете не только загадывать желания по этим картам, вы можете и получать ответы на ваши вопросы по советам этих карт. Это послание стихий я уже какое-то время использую. Лариса Ренар там не только да, нет, там еще и совет. Ну что, огоньки мои дорогие, сосредоточьтесь на себе любимых, сделайте себе комплимент, похвалите себя и, конечно же, улыбнитесь. Улыбка улучшает жизнь. Я это повторяю в каждом практически своем видео. Для чего? Для того, чтобы ваше подсознание впитало мой совет, и вы действовали, можно сказать, неосознанно даже улыбались. Ведь в большинстве случаев мы все делаем неосознанно. Вот мы встаем, чистим зубы, моем лицо, идем завтракаем, идем на работу. Мы же даже не думаем о том, как мы это делаем. Мы это делаем неосознанно. Так вот, для того, чтобы пришла еще одна привычка, чтобы вы делали это неосознанно, это должно принять ваше подсознание. Так вот, я бы очень хотела, чтобы вы улыбались осознанно и неосознанно. Чем больше вы будете улыбаться, тем лучше для вас. Ну что, я начинаю с Овнов. Посмотрим, что посоветуют вам карты в ближайшую неделю. Даже если вокруг вас вам будет казаться, что все рушится, все не так плохо, как вам кажется. Очень многое зависит от вашего внутреннего состояния. В ближайшую неделю идет избавление и очищение. Все, что, даже если вам это не нравится, если вам будет казаться, что это вам нужно, все, что будет уходить, это
нужно отпустить. Да, иногда мы отпускаем болезненно. Нам тяжело отказаться от каких-то наших привычек, от каких-то ситуаций. И мы держимся за эти ситуации, даже понимая, что они нам мешают. И у вас, я вижу, есть такие люди, такие события, такие ситуации, за которые вы держитесь, но они уже не работают на вас. Они уже не приносят вам никаких результатов и никаких позитивных эмоций. Поэтому отпустите и с новыми силами начинайте двигаться в сторону позитивную, в сторону, в которой вам будет легко, гармонично и продуктивно. Ну, опять же, это совет, а выбор, конечно, ваш. Львы. Будут новости, которые вас порадуют в ближайшую неделю. Будут события, которые покажут вам другую сторону интересующих вас ситуаций. Другую сторону я смотрю в сторону позитивную, потому что в основном, к сожалению, у нас тенденция, мы больше обращаем внимание на негатив, чем на позитив. И вот тут вы увидите, что ситуация, которая вас волнует, на нее можно смотреть и с другой стороны тоже. Соответственно, увидев ситуацию со всех сторон, вам легче будет принимать решения для того, чтобы разрешить ситуацию в вашу пользу. Ну а также в ближайшую неделю будьте, тут не готовы, радуйтесь, ваши дети или позвонят, или напишут, или приедут. Это в основном для тех, у кого дети уже взрослые и не живут с вами, даже живут довольно-таки далеко. Будьте готовы, что получите сообщение, звонок, а еще и визит. А может быть и то, и другое, и третье. Поэтому принимайте. Стрельцы. Ну что, мои дорогие стрельцы, вы сами себя держите в ежовых рукавицах. Вы сами себе не даете расслабиться. Вы сами себе не даете двигаться, говорит эта карта. Ослабьте давление на самого себя или на саму себя. Перестаньте винить во всем, что происходит, себя и других тоже. Даже, смотрите, я всегда говорю, не вините других, но в то же время себя винить – это делать себе хуже. Всегда вы можете найти причину того или другого действия. И когда вы находите причину, почему вы так сделали или почему так сделал другой человек, вы можете убрать причину и изменить ситуацию. Но только когда вы отпустите себя. Вы знаете, вот тут я вижу ситуации, когда человек сам себе не дает ни действовать так, как надо, ни думать так, как надо. Человек сам себя закрепощает. Вот большая, сильная закрепощенность, и ее я здесь чувствую. Это, да, действительно, это приобретенное годами, это приобретенное даже с детства, это закрепощение может быть. От этого можно избавиться, но тут надо работать над собой. И только работая над собой, да, тут идет и самовнушение, и практики, и медитации, и контроль мыслей, и перевод мысли в другое русло. Это действительно большая работа над собой, но эта работа даст вам свободу и даст вам такое развитие, что вы сможете выйти не просто на другой моральный уровень,
но и на другой уровень здоровья, отношений и финансов. Подумайте об этом, ведь по большому счету все в ваших руках, а тут вы только себя сами держите. Ну и совет для стихии, общий совет для стихии. Все препятствия вы можете преодолеть, если будете смотреть на ситуации менее эмоционально и более аналитически. Карта говорит, что возможны прорывы к улучшению, прорывы к освобождению. Это сейчас я говорю об овнах. Но тут очень важен ваш внутренний настрой. Знаете, вот как я вспомнила фильм «Чародеи». Вижу цель, не вижу препятствий. Препятствия не существуют. Вот этот настрой может помочь вам избежать всех неприятных моментов, как в ближайшую неделю, так и по жизни в целом. Ну что, задавайте ваши вопросы, ставьте цели и загадывайте желания. Советую всегда записывать. Если вы записали, значит, вы можете всегда посмотреть, что же вы записали, что же произошло и как все движется. Ну, а я выкладываю по одной карте на каждый знак зодиака, и мы посмотрим, что же еще посоветуют нам послание стихии и что же произойдет с нашими желаниями. Овны, смотрим. Вы знаете, вы сомневаетесь, вы колеблетесь, вы не уверены, что то, что вы сейчас спросили, или то желание, которое вы сейчас загадали, действительно вам надо, или это действительно то, чего вы хотите, или это действительно ваша цель. Эта карта говорит о том, что для того, чтобы ваше желание исполнилось, или для того, чтобы ваш вопрос получил ответ положительный для вас, вам надо убрать все сомнения, убрать все колебания, проанализировать и, может быть, изменить формулировку, да, просто. Я всегда говорю про формулировку. Иногда именно формулировка и мешает. Поэтому в ближайшую неделю нет, есть возможность позже, только если вы пройдете через свои сомнения, пройдете через свои страхи, точно поймете, или это ваше желание, ваша цель, ваша задача, и тогда вы приблизите исполнение желаний и решения. По крайней мере, в ближайшую неделю нет. Львы. А вот вы можете праздновать победу. Вы можете позволить себе принять ваше желание. Это карта сияния, счастье, успех и празднование. Да, ваше желание имеет все предпосылки, чтобы оно исполнилось в ближайшую неделю. Принимайте. Позвольте себе принять исполнение вашего желания, и оно в ближайшую неделю исполнится. Ну и стрельцы, могу вам сказать, просто наслаждайтесь. Наслаждайтесь тем, что у вас есть. Если ваше желание касается отношений, оно точно должно исполниться в ближайшую неделю. При одном условии, что вы принимаете. Самая основная ошибка и проблема людей на сегодняшний день, они боятся принимать. Люди боятся успеха.
Люди боятся белой полосы. Почему-то, когда приходит белая полоса, люди себе говорят: раз сейчас хорошо, значит завтра будет плохо. Соответственно, и притягивает вот это завтра плохо. Поймите, что просто наслаждаться тем, что у вас есть, и благодарить за то, что вы хотите, может принести постоянную белую полосу. Помните об этом, а ваше желание имеет все предпосылки исполниться в ближайшую неделю. Вот такая неделя у нас получилась для стихии огонь. Подписывайтесь на канал, если вы еще этого не сделали. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать мои видео, которые выходят каждый день. Ведь прогнозы выходят и на каждый день тоже. Ну а также ставьте палец вверх. Это ваша благодарность за мой труд. Ну а также это обмен энергией для того, чтобы мои советы действительно подействовали. А я, в свою очередь, желаю вам счастья по умолчанию. И помните, счастье – это состояние души, и оно не зависит ни от каких внешних факторов. Будьте счастливы. Люблю вас. Пока.